Вы точно не узнаете звезд великолепного века в реальной жизни. Пока на экране они управляли империей и плели кровавые интриги, вне кадра эти женщины пекут торты, гоняют на байках и выглядят как топомодели из будущего. Кто из султанш на самом деле ненавидит короны, а кто в 80 лет выглядит круче молодых? Досмотри до конца, первое место тебя шокирует. Бурджу Азберг в роли Хуриджихан Султан. В великолепном веке Бурджу досталась роль Хуриджихан Султан, дочери Хатиджа и Ибрагима Паши. Мы помним ее как нежную, меланхоличную девушку с печальным взглядом, которая виртуозно играла на скрипке. Ее героиня была воплощением чистоты и аристократизма, а ее любовь к Шехзаде Байзиду стала одной из самых трогательных и в то же время трагичных линий сериала. На экране это была хрупкая османская роза, живущая чувствами и прошлым своей семьи. Забудьте о кроткой султанше. В реальности Бурджу Азберг – настоящий энерджайзер и одна из самых ярких звезд современных турецких комедий. Если Хуриджихан носила тяжелые платья и скрывала эмоции, то Бурджу обожает свободу. Ее часто можно увидеть в дерзких нарядах, коротких шортах или спортивной одежде. Она обладает очень сильным, независимым характером и острым чувством юмора. Бурджу – фанат активного образа жизни. Она обожает путешествовать, заниматься спортом и проводить время на природе. Огромное место в ее жизни занимают животные. Актриса часто выкладывает фото со своими кошками и собаками, называя их своей семьей. Она наслаждается простыми радостями, прогулками у моря, общением с друзьями и тишиной, которая помогает ей восстановиться после съемок. В отличие от своей героини, Бурджу не ждет милости от судьбы, а берет от жизни все самое яркое. Мельтем Джумбул в роли Фатьма Султан. Мельтем исполнила роль Фатьмы Султан, сестры Сулеймана, которую называли «султаншей радости и веселья». Она появилась в гареме как яркая вспышка, всегда с улыбкой, всегда в центре праздника и танцев. Однако за этим легким образом скрывался острый ум и опасный игрок. В отличие от других сестер султана, Фатьма не впадала в депрессии, а предпочитала плести заговоры против Хюррем с невозмутимым изяществом и смехом, превращая жизнь во дворце в опасную игру. В реальности Мельтем Джумбул – полная противоположность своей кокетливой героине. Это глубокая, интеллектуальная и очень серьезная актриса, которую в Турции безмерно уважают. Она – настоящий академик в своей профессии. Пока Фатьма Султан развлекалась на пирах, Мельтем покоряла Голливуд и преподавала актерское мастерство в престижных студиях Лос-Анджелеса. В жизни она выглядит очень сдержанно, предпочитает минималистичный стиль и обладает невероятной харизмой мудрой женщины. Денис Чикыр в роли Шах-Султан. Денис исполнила роль Шах-Султан, самой хладнокровной и расчетливой сестры султана Сулеймана. Ее героиня была настоящим стратегом, закрытая, всегда безупречно собранная, с идеальной осанкой и полным отсутствием лишних эмоций на лице. Шах-Султан не любила криков и истерик, она предпочитала бить врагов тихим словом и продуманным планом. Это был образ женщины-крепости, для которой долг перед династией и личные амбиции стояли превыше всего. Если Шах-Султан была льдом, то Денис Чикыр в жизни – это настоящий огонь. В реальности актриса невероятно эмоциональная, искренняя и даже немного бунтарка. Вместо строгих платьев с высокими воротниками Денис предпочитает свободный стиль боха, объемные украшения и часто меняет прически. Она не боится быть естественной и часто делится в соцсетях кадрами без капли макияжа, демонстрируя свою природную красоту и открытость миру. Мерве Балугур в роли Нурбану Султан. Мерве блестяще сыграла Нурбану Султан, амбициозную венецианку, которая знала, что звезды сулят ей великое будущее. В сериале ее героиня была подобна пантере, грациозная, опасная и невероятно хитрая. Она была первой, кто осмелился открыто противостоять авторитетам ради власти и безопасности своего Шехзаде. Ее образ в великолепном веке – это роскошь, золото, темные шелка и взгляд, пронизывающий насквозь. В жизни Мерве – настоящая современная роковая женщина. Если в сериале ее окружали свечи и астрологические карты, то в реальности она окружена вспышками фотокамер и модными брендами.
Мерве обладает очень ярким, иногда даже вызывающим стилем. Она обожает готическую эстетику, черный цвет и свою знаменитую ярко-красную помаду, которая стала ее визитной карточкой. Она уверенная в себе, прямолинейная и совершенно не боится общественного мнения. Фелис Ахмед в роли Нигер Калфа. Фелис воплотила на экране один из самых сложных и трагичных образов Нигер Калфу. В сериале мы видели ее исполнительной, мудрой и крайне осторожной женщиной. Ее героиня всегда была в тени великих султанш, одетая в скромные платья служащей гарема и закрытые головные уборы. Нигер была мастером недосказанности, и ее жизнь была полна тайн и запретной любви, которая в итоге привела ее к печальному финалу. Она была тем самым серым кардиналом среди прислуги, чьи советы часто меняли ход истории. Когда фанаты видят Фелис Ахмед в реальной жизни, они часто ее просто не узнают. В отличие от Нигер, Фелис и яркая, современная и очень стильная женщина. Она родилась в Македонии в семье театральных деятелей и впитала в себя свободный европейский дух. В жизни она предпочитает короткие, смелые стрижки и современный городской стиль. Фелис обладает потрясающим чувством юмора и заразительным смехом, что делает ее полной противоположностью вечно обеспокоенной и тихой Нигер. Фелис – настоящий полиглот и человек мира. Она свободно говорит на нескольких языках и обожает путешествовать. Она наслаждается игрой на театральной сцене гораздо больше, чем съемками в кино, считая театр своим истинным домом. В свободное время она любит исследовать новые города, увлекается искусством и ценит качественное европейское кино. Она наслаждается простотой в общении и не страдает звездной болезнью, предпочитая уютные кофейни «Балкан» светским вечеринкам Стамбула. Сельма Эргеч в роли Хатиджа Султан. Сельма сыграла Хатиджа Султан, любимую сестру Сулеймана, чья жизнь напоминала хрупкий хрусталь. В начале сериала это была самая нежная, трепетная и тихая госпожа, чей голос едва достигал ушей собеседника. Однако после пережитых трагедий ее героиня превратилась в женщину, охваченную гневом и безумием. Образ Хатиджи – это бесконечные шелка, изысканные украшения и глубокая, почти осязаемая печаль в глазах, которая стала символом ее разрушенной любви. В реальности Сельма Эргеч – полная противоположность своей эмоционально нестабильной героине. Это женщина с железной логикой и блестящим образованием. Она родилась в Германии в семье врачей, сама училась на медицинском факультете и профессионально изучала психологию. В жизни Сельма выглядит как настоящая топомодель, высокая 178 см, со спортивной фигурой и очень современным, слегка бунтарским стилем. У нее нет и капли той меланхолии, что была у Хатиджи. Сельма очень рассудительна, спокойна и обладает отличным чувством самоиронии. Пелин Карахан в роли Михримах Султан. Пелин исполнила роль Михримах Султан, единственной и горячо любимой дочери Сулеймана и Хюррем. Ее имя означало «луна и солнце», и в сериале она полностью ему соответствовала. Мы видели ее путь от капризной девочки до могущественной госпожи, которая после смерти матери фактически взяла на себя управление гаремом. Образ Михримах – это сочетание красоты, холодного ума и гордости. Она была женщиной, которая не прощает обид и твердо стоит на защите интересов своей семьи и братьев. В реальности Пелин Карахан – полная противоположность своей властной героине. Она очень простая, открытая и невероятно уютная женщина. Если Михримах была окружена штатом слуг и золотом, то Пелин предпочитает образ соседской девчонки. Она признается, что ей совершенно не близки дворцовые амбиции и жажда власти. В жизни она выглядит очень свежо и естественно, часто выбирая удобные джинсы и кеды вместо тяжелых платьев. Пелин – настоящий оптимист, который заряжает всех вокруг своей улыбкой и искренностью. Главная страсть Пелин вне съемок – это дом и кулинария. Она по-настоящему наслаждается материнством и воспитанием двоих сыновей. Но самое интересное, что актриса – потрясающий повар. Она обожает печь торты и десерты, и это увлечение даже привело ее к роли ведущей собственного кулинарного шоу. Пелин наслаждается временем, проведенным на кухне за созданием новых рецептов и отдыхом в кругу семьи.
Для нее истинное счастье – это не корона на голове, а аромат домашнего пирога и смех детей в уютной гостиной. Нур Фиттахоглу в роли Махидевран Султан. Нур исполнила роль Махидевран Султан, женщины, которую называли «весенней розой», но чья жизнь во дворце превратилась в бесконечную зиму. Мы помним ее как главную соперницу Хюррем, чья судьба была наполнена болью, ожиданием и борьбой за внимание султана. Ее образ в сериале – это воплощение тихой скорби, тяжелых взглядов и классической, немного строгой красоты. Махидевран была символом отверженной любви, чья жизнь была подчинена только одной цели – защите своего сына Мустафы. В реальности Нур – абсолютный антипод своей героини. Она невероятно жизнерадостный, активный и солнечный человек. Если Махидевран была заперта в своих обидах, то Нур – это женщина в стиле бизнес-леди. До того, как стать актрисой, она работала ведущей экономических новостей на телевидении, и этот аналитический склад ума чувствуется в ней до сих пор. В жизни она выглядит очень современной, уверенной в себе и стильной. Нур обладает потрясающим чувством юмора и всегда находится в движении, что совершенно не вяжется с образом вечно плачущей султанши. Небахат Чехри в роли Валиде Султан. Небахат исполнила роль Валиде Султан, могущественной матери султана Сулеймана и главы гарема. Она была воплощением достоинства, железной дисциплины и консерватизма. Ее героиня – это железная леди XVI века, которая одним взглядом могла заставить замолчать любого. Образ Валиде – это тяжелые парчевые наряды, массивные короны и безупречная осанка женщины, которая несет на своих плечах ответственность за честь всей династии. В реальности Небахат Чехри – это настоящая легенда моды и стиля. Трудно поверить, но актрисе уже более 80 лет, однако она выглядит на десятилетия моложе. Если в сериале она была консервативной матерью, то в жизни она самая современная и эффектная женщина Стамбула. Небахат обладает невероятной энергией, она всегда в курсе последних трендов и выглядит как сошедшая с обложки журнала Vogue. В ней нет ни капли той сухости и строгости, что были у Валиде, она очень открытая, живая и элегантная. Мирьем Узерли в роли Хюррем Султан. Мирьем исполнила роль Хюррем Султан, легендарной, смеющейся госпожи, которая изменила правила игры в Османской империи. Мы видели ее невероятную трансформацию, от дерзкой и непокорной рабыни Роксоланы до самой могущественной женщины исламского мира. Ее Хюррем была огненным вихрем, импульсивной, страстной, готовой на любые жертвы ради любви султана и безопасности своих детей. Ее мимика, заразительный смех и гневные взгляды стали визитной карточкой великолепного века, а ее рыжие локоны задали тренд в парикмахерских по всему миру. В реальности Мирьем – настоящий человек мира и воплощение европейской свободы. Она родилась и выросла в Германии, поэтому ее менталитет далек от восточных дворцовых интриг. Если Хюррем была огненной, то Мирьем в жизни очень мягкая, естественная и по-немецки практичная. Она часто меняет имидж, зрители привыкли к ее рыжим волосам, но сама актриса предпочитает блонд или естественные русые оттенки. Мирьем обладает потрясающим самоиронией и часто шутит о своем неидеальном турецком языке, который когда-то помог ей получить роль. Мирьем находит истинное счастье в простых и искренних вещах. Она – любящая мама двоих дочерей, и каждая свободная минута, посвящена им, актриса наслаждается путешествиями между Берлином и Стамбулом, участием в мировых кинофестивалях и модельными съемками. Она обожает современное искусство, прогулки на велосипеде и уютные вечера без капли макияжа. Мирьем наслаждается свободой быть собой, не величественной султаншей, а просто счастливой женщиной, которая ценит искренность, душевный покой и возможность творить без границ. На этом наш топ подошел к концу. Как видите, реальная жизнь актрис великолепного века порой интереснее любого сценария. А чей образ в жизни удивил вас больше всего? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории о ваших любимых звездах. До встречи!